Этот выпуск секретного досье поделится с нами тайнами такого удивительного явления, как мумификация. Здравствуйте, мои хорошие! Мумификация – процесс трансформации тела умершего человека или животного в мумию. А в европейские языки слово «мумия» перекочевало из арабского, и дословно его перевод звучит как «битум» или «асфальт». Первоначально данное слово обозначало лекарство, которое добывалось из египетских мумий, и, как считали средневековые лекари, помогало заживлению ран и ушибов. Как бы таинственно ни звучало это слово, но по факту процесс мумификации – это обычное высыхание тканей организма, препятствующее его разложению. После смерти любого живого существа происходит активация гнилостных бактерий, которые начинают активно размножаться в жидких средах организма, становясь причиной распада тканей. В случае быстрого высыхания или отсутствия доступа воздуха к умершему организму процесс гниения приостанавливается, приводя к образованию мумии. Произойти данное явление может как под воздействием условий внешней среды, так и искусственно, с помощью бальзамирующих жидкостей. Естественная мумификация встречается в природе в случае попадания трупа вглубь пустынных песков, погребении в условиях вечной мерзлоты или утоплении в торфяных болотах. В очень редких случаях причиной мумификации может стать крайнее истощение организма, вызванное голоданием. Наиболее интересными для науки являются мумии так называемых болотных людей, которые часто обнаруживаются в торфяных болотах Северной Европы. Именно у этих мумий, как правило, наблюдается хорошая сохранность внутренних органов и кожных покровов. А одной из самых древних естественных мумий, возраст которой составляет приблизительно 5300 лет, считается Эци, ледяная мумия человека эры халколита, обнаруженная в Тирольских Альпах. На территории России широкую известность приобрел бывший глава буддистов Даши Даржо Итигелов, который 15 июня 1927 года в ходе глубокой медитации перестал дышать. До начала обряда Даши Даржо обратился к своим ученикам с просьбой: «Вы навестите и посмотрите мое тело через 75 лет». Похоронили Итигелова в кедровом саркофаге в позе лотоса, в которой он и окончил свой земной путь. В последующие годы тело ламы извлекалось из земли дважды, в 1955 и 1973 годах. Никаких признаков тлена в ходе эксгумации обнаружено не было. 10 сентября 2002 года тело вновь извлекли из могилы и поместили в Иволгинском Дацане. Проведенные научные исследования показали, что белковые фракции тела имеют прижизненные характеристики, отсутствуют признаки гниения, а пальцы рук и локтевых суставов подвижны. Также ученые зафиксировали наличие в саркофаге соли, а анализ кожи показал превышение количества брома в теле ламы в 40 раз. С 2005 года по распоряжению главы буддийской традиционной Сангхи любые научные исследования тела Итигелова были запрещены, так и оставив неразгаданной тайну ламы. Искусственная мумификация в современном мире зачастую проводится в медицинских или научных целях методом бальзамирования. А вот для цивилизаций прошлого мумификация выступала частью религиозного ритуала и являлась неотъемлемой процедурой, сопровождающей человека в загробный мир. Сегодня, в первую очередь, услышав слово «мумия», в памяти всплывают древние египтяне. Стоит отметить, что древние египетские мастера достигли колоссальных успехов на этом поприще. А благодаря археологическим исследованиям доподлинно известно, что первые попытки мумифицирования египтяне предпринимали еще в 4 тысячелетии до нашей эры, до начала правления фараонов. Конечно, ее методика тогда еще была достаточно примитивна и заключалась в пропитывании тела углем с последующим зарыванием в песок. На протяжении столетий традиция мумификации тесно переплеталась с верованиями, ярким примером чего может свидетельствовать миф о боге Осирисе, который гласит, что после его смерти мир опустился в пучину хаоса. Чтобы спасти мироздание, бог Анубис собрал останки Осириса и мумифицировал их, после чего Осирис воскрес и на землю вернулся порядок.
О том, как проходила сама процедура мумификации у египтян, мы можем узнать из научных записей древних ученых Диодора Сицилийского, Плутарха, Геродота, последний из которых в ходе путешествия в Египет лично наблюдал этот таинственный процесс. В частности, он пишет, что существовало 3 способа мумификации, в зависимости от достатка усопшего. Основная процедура складывалась из нескольких этапов. Так как египтяне не считали головной мозг важным для человека органом, то на первом этапе при помощи железного крюка его удаляли через ноздри. Далее производился разрез брюшной полости и извлекались все внутренние органы, кроме сердца, которое считалось вместилищем человеческого разума. Тело промывалось, наполнялось соляными растворами, благовониями, смолистыми составами и помещалось в раствор едкого натра на 70 дней, по прошествии которых его вновь обмывали, заполняли полости опилками, намазывали камедию и обматывали лентами из виссона. Главные, по мнению египтян, органы не выбрасывались. Они тоже проходили обработку и помещались в специальные сосуды – канопы, украшенные головами 4 сыновей Гора. Всего таких сосудов было 4 – для легких, печени, желудка и кишечника. При неизменяющихся условиях окружающей среды полученная мумия могла сохраниться на протяжении десятков веков. Традиции великой египетской цивилизации не могли не оставить отпечаток на других народах. Хоть религия средневековой Европы и осуждала мумификацию, данная процедура была очень популярна среди крестоносцев, последней волей которых в случае гибели на Востоке было желание сохранить нетленным свое тело. Большой вклад в развитие мумификации путем бальзамирования внес всемирно известный ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Для сохранения трупов он разработал ряд растворов, вводимых непосредственно в вены. В последующие столетия через процедуру бальзамирования после смерти прошли тела многих всемирно известных людей. Останки непревзойденного скрипача Никколо Паганини были забальзамированы и выставлены на всеобщий показ. В течение долгих 5 лет они кочевали по всей Европе, пока не нашли своего пристанища. Тело, пожалуй, самого известного американского президента Авраама Линкольна тоже было подвергнуто процедуре бальзамирования. После трагической гибели останкам президента, чтобы достигнуть места погребения, предстояло пересечь всю страну. Именно благодаря мумификации на протяжении 19 дней тело главы государства оставалось неизменным, что представило возможность многим американцам проститься со своим лидером. Останки величайшего русского хирурга Николая Ивановича Пирогова тоже прошли через процедуру бальзамирования, которую после смерти ученого осуществил по собственной методике его лечащий доктор Давид Ильич Выводцев. До настоящего момента тело Пирогова покоится в специально построенном мавзолее, в стеклянном саркофаге в деревне Вишня под Винницей. Что удивительно, останки ученого достаточно хорошо сохранились, хотя и были повреждены в ходе Второй мировой войны, после чего прошли реставрацию с повторным бальзамированием. На постсоветском пространстве наиболее известным примером современной мумификации является сохраняемое до настоящих дней тело лидера советских большевиков Владимира Ленина, которое должно было стать вечным символом коммунизма и объектом поклонения всех жителей советского государства. Первоначально планировалось осуществить заморозку тела с дальнейшим постепенным бальзамированием. Однако в планы вмешалось провидение. Заказанное из Германии передовое морозильное оборудование задержалось в пути, в результате чего посмертные изменения ткани тела, особенно лица и кистей рук, достигли критического уровня. Поэтому перед специалистами, химиком Борисом Сбарским и анатомом Владимиром Воробьевым, взявшимся осуществить мумификацию, встала довольно сложная задача. Помимо сохранения, еще и устранения изменений, произошедших с останками. По этой причине ученым потребовалось достаточно большое количество времени для разработки методики мумификации, а первые этапы бальзамирования начались только спустя 2 месяца после смерти Ленина.
В результате 4 кропотливых месяцев упорной работы специалистам удалось осуществить практически невыполнимую задачу – бальзамирование тела с полным сохранением объемов, форм и всей клеточной и тканевой структуры. Поместить тело Ленина было решено в мавзолее, проект которого впитал в себя не только классические христианские верования, но и традиции древних народов, египтян и вавилонян. В кратчайшие сроки на Красной площади, вблизи Сенатской башни Кремля, была возведена деревянная конструкция, которая имела форму куба, увенчанного трехступенчатой пирамидой, внешне очень напоминающую вавилонский зиккурат. Автором мавзолея стал один из самых востребованных советских архитекторов Алексей Викторович Щусев. В последующие годы под его руководством мавзолей трижды претерпевал перестройку, и в настоящее время он представляет собой железобетонную конструкцию, отделанную гранитом и мрамором. Над входом в мавзолей буквами из красного кварцита выложена надпись «Ленин». Сейчас задача поддержания тела Владимира Ленина в надлежащем состоянии лежит на учебно-методическом центре биомедицинских технологий, сотрудники которого каждые 1,5 года подвергают останки процедуре погружения в ванну со специальным раствором и стереофотоисследованию. Благодаря новейшим достижениям науки тело Ленина находится в прекрасном состоянии и может сохраниться в неизменном виде еще долгие годы. По примеру Советского Союза, многие коммунистические страны также стали мумифицировать своих усопших лидеров. При содействии и участии советских специалистов были подвержены бальзамированию вождь болгарского народа Георгий Димитров, президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, руководитель севернокорейского государства Ким Ир Сен, председатель Центральной коммунистической партии Китая Мао Цзэдун и даже Иосиф Сталин, тело которого лежало в мавзолее рядом с останками Ленина с 1953 по 1961 годы. Если говорить о современном бальзамировании, то эта методика направлена на сохранение и приведение в порядок тела усопшего для церемонии прощания. Тем не менее, в 1994 году 2 американских специалиста Рональд Вейт и Боб Брайер осуществили мумификацию с применением техники и препаратов Древнего Египта. Эту идею подхватила фирма Salmon из Солт-Лейк-Сити, вышедшая на рынок погребальных услуг с идеей мумификации после смерти по рецепту фараонов. Данное ноу-хау, несмотря на достаточно высокую стоимость в $60 тысяч, вызвало огромный интерес и стало пользоваться большим спросом. В ближайшее время специалисты компании обещают сделать услугу мумификации доступной любому среднестатистическому жителю США. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!